Всем привет! Добро пожаловать на канал Записки Архивариуса, на котором я рассказываю про различные темы, в первую очередь про две мои любимые. Это гитара, электрогитара, бас-гитара и прочие гитары из моей персональной коллекции, которая в основном ориентирована на музыкальные инструменты стран соцлагеря, начиная с Советского Союза и заканчивая, как сегодня, Германией. А также про хоккейный клуб Tampa Bay Lightning, болельщиком который я очень давно являюсь, много чего там сделал, там российский фан-клуб запустил, там сайт, книгу издал об истории, но как бы сегодня не тот день, сегодня мы про гитары. И сегодня к нам на чашечку пивка заглянул вот такой вот зверь. На самом деле совершенно шикарная гитара, особенно по своим годам. Это прям реально шикарная, кроме без всякого сарказма. Я знаю, что сейчас все скажут, что ничего хорошего в советском социалистическом лагере не делали, но зря, потому что особенно по своим годам, вот эта гитара Muzima Eterna Deluxe, это был действительно делюкс, это была совершенно шикарная вещь, о которой музыканты могли только мечтать. Просто имейте в виду, что это были те годы, которые были. Давайте начнем с того, что, представим нашего сегодняшнего гостя. Это электрогитара Muzima Eterna Deluxe. Значит, немножко она перекрашена. Об этом я поговорю чуть позже. Но она немножко перекрашена, по идее, в оригинале она должна быть черным. Значит, начнем с того, что такое Muzima. Это не просто какая-то там фабрика. На самом деле, это целый пласт истории музыкального гитаростроения, не гитар, даже не гитара, а вообще музыкального строения музыкальных инструментов. Значит, расшифровывается это как... Сейчас я попробую, у меня здесь лежит шпаргалка, я попробую ее зачитать, хотя бы первый раз суметь это по-немецки произнести. Так это произносится как Musikinstrumentenbau Markneukirchen, что переводится на русский как производство музыкальных инструментов в Маркнойкирхене. Маркнойкирхен — это такой городок, и он был и остается легендарным, соответственно, городом, центром музыкального инструментостроения. И сейчас там, по-моему, у нас Варвик сейчас располагается, который выкупил все мощности Muzima по дешевке после приватизации. Но это уже детали, это уже такая более поздняя вся история. В ГДР все тогда было по-своему. В 1952 году, значит, тогдашние власти, там Штази, кто там вот это вот все, значит, провели национализацию и собрали кучу мелких, значит, кустарных производств, гитар, которые там вот были в Маркнойкирхене, там практически в каждом доме, в каждой избушке кто-то делал гитары. Сидел свой мастер самостоятельный, который делал гитары. Вот. И, соответственно, власти тогдашней Восточной Германии, ГДР, произвели всю эту национализацию, загнали всех под один единый купол, который, собственно говоря, и назвали Muzima. Да? Я уже второй раз я не способен произвести это, значит, название полное, да, то есть которое просто расшифровывалось как производство музыкальных инструментов в Маркнойкирхене, ни больше, ни меньше. То есть там десятки, и там, если не сотни частных мастерских, и, соответственно, которые между собой конкурировали, решили вот так вот создать национальный концерн по производству гитар. Туда там вошли там всякие Мигмы, Перлгольды, Херберты Тотте. Там много разных было, которые как бы производили, а потом все это стало Muzima. И, соответственно, многие бренды ушли в итоге в небытие, да. Поэтому здесь как бы надо... Первое, что когда мы говорим про Muzima, это как раз вот то, что очень многие говорят. В социалистическом лагере там никто не знал, как делать гитара. Знали. Более того, вот именно вот в Маркнойкирхене знали это прекрасно, да. Просто их всех собрали под единую, скажем так, советскую национальную колхоз. Гитарный колхоз, вот, наверное. Только в хорошем смысле колхоз, да. Хотя колхоз в хорошем смысле. В итоге к 70-м годам Muzima была абсолютно монополистом в Германии, в Восточной Германии по производству музыкальных инструментов. В принципе, одной из крупнейших в мире музыкальных фабрик, то есть которая конкурировала по количеству производимых музыкальных инструментов со многими западными образцами, с японскими в том числе. То есть гитары производили массу. И гитары, особенно ранние, правда, это до 70-х годов, они были действительно качественные, вот как вот это вот Muzima Eterna Deluxe. В 90-е годы как бы все случилось, как случилось.
Восточная Германия объединилась с Западной Германией. Для Музимы это стало весьма печально, и не потому, что они делали неконкурентные инструменты. Очень многие считают, что они делали неконкурентные инструменты. Они делали, особенно к тому моменту, уже там были всякие Elite-старые, Музимы MHV, Музимы MHX. Про Музиму MHV я даже рассказывал как-то на своем канале. Вот. Проблема была в том, что они не были готовы именно влиться в рыночную экономику, как, в принципе, происходило во многих странах со многими производствами, да, когда надо было именно там, в том числе подковерными играми и так далее. Ну, в общем, как бы то ни было, в итоге фабрику пустили с молотка, то есть ее приватизировали, сбежались работники там, на Западную Германию, потому что там зарплаты были больше. Вот. Как я уже сказал в самом начале, большую часть оборудования и мощностей приобрел, по-моему, если я не ошибаюсь, Варвик, там Фрамус. В общем, короче, просто отжали, так скажем, и поглотили. То есть не то, что вот этот ключевой момент, который, когда мы говорим про Музиму, все говорят, что они там вот типа не выдержали, ну, не смогли сделать качественные инструменты. Нет, на самом деле это больше напоминало просто рейдерский захват, к которому привыкшие, скажем так, к советским, ну, к социалистическим нормам управления экономикой плановые управленцы Музима были просто не готовы, да, и произошел просто такой, ну, рейдерский захват, и Музима, как таковая, осталась просто ни с чем, да, у нее все, что могли, все, что плохо лежало, акулы капитализма отжали. На этом история Музимы завершилась. Но, как бы, когда делалась вот эта гитара, это было еще в далеком будущем, и гитара была очень-очень неплохая, да. По традиции мы начинаем обычно с другого, но начнем именно сегодня, начнем с вещи, которая отличает эту гитару от многих, и которая, вот когда мы говорим про, соответственно, советские гитары, очень много говорят, там вот разные сверхстоперделки, там пульт управления ядерными силами встроен в гитары, и вот это все, вот шутки про гитары Урал, значит, они на самом деле очень много связаны с управлениями социалистическими гитарами, в том числе и Музима. И вот мы начнем сегодня именно с блока управления, потому что это, наверное, самая специфическая, интересная вещь, и на самом деле она абсолютно логична, если понимать, про какое время мы говорим, и понимать, что хотел сказать автор. Она абсолютно, на самом деле, логично представляется, да, просто она логична на момент его производства, а это 60-е годы, да, и действительно хорошие мастера концерна Музима, какая у них инженерная мысль была, вот, как они ее действительно неплохо реализовали. Просто сейчас, в 2025 году, спустя 60 лет после ее производства, естественно, это все устарело, и идея, идеология, и концепция, и сейчас это кажется каким-то, ну, атовизмом и так далее, то есть, но это не значит, что это плохо, просто это, ну, прошло время, да, то есть в свое время ездили на лошадях, как бы, и сейчас многие ездят на лошадях, это не значит, что это плохо, просто время ушло. И у нас здесь есть 3 сингла Симета, датчики, которые ставились на большинство гитар тех времен, неплохие очень датчики, хорошим звучанием, с хорошим, в смысле, не звучанием, а с хорошие датчики, в общем, так скажем, да, каждый из которых включается переключателем, который располагается над самим датчиком. То есть схема, которая использовалась на японских гитарах, на Уралах потом использовалась, и сложно сказать, с кого, ну, точнее, не сложно сказать, понятно, что как раз Урал копировал японцев, но сама идеология, она не была как бы чем-то из ряда вон выходящим, то есть каждый датчик включается поодиночке, и мы можем, в отличие от привычных вот этих вот пятиэкспозиционных там на переключателях на стратокастере, когда там у нас четко зашито там neck, bridge, middle, neck, здесь мы можем вообще комбинировать как угодно, можем все 3 сразу включить, там можем включить там bridge и neck, только 2, то есть то, чего у нас, например, на 3-датчиковых там фендерах мы не можем. В общем, любую комбинацию. В общем, здесь вот каждый включается датчик, соответственно, вот этим вот ползунковым переключателем. То есть вот это у нас neck, это у нас middle, это у нас bridge. Здесь понятно, да? Включим все 3 сразу. Вот. И дальше начинается самое сложное. Мы видим, что есть аж 6 ручек и еще 2 каких-то переключателя. И думаем, что это, Берримор? Это же не может быть овсянкой, сэр.
Значит, на самом деле здесь все просто. И у нас ключевым переключателем является вот этот вот, на котором написано М и Р. Мелодия и ритм. Значит, и идея была какая? В те годы не было каких-то там педалей, не было каких-то там ножных эквалайзеров, когда мы там переключили, там и у нас такой звук, да. Идея была в чем? Что гитарист, как бы, у него, как бы, ну, в основном, он исполняет две вещи. Это мелодия, то есть, ну, что-то типа соло, как-то солирует, да, и, соответственно, ритм, это там бренчит, там, что-то там бренчит. Гитарист просто настраивает нужное звучание для каждого из этих режимов, мелодии и ритма, да, то есть соло и ритма. И во время игры пользуется только одним этим переключателем. Ну и плюс как бы датчиков, да, там выставил нужные датчики и выставляет положение вот этим переключателем. То есть вот этот переключатель, да, он сейчас у нас в положении, если не ошибаюсь, ритм стоит, или мелодия сейчас... Да, ритм. Вот это положение ритм. Значит, и это положение ритм регулируется вот этими двумя ручками. То есть это тон и громкость. Мы выставляем, соответственно, нужную нам тон и громкость для ритмических партий, так скажем. То есть вот у нас громкость. Мы ее убрали, и ничего нет. Мы ее вернули, у нас все есть. Вот у нас тон, соответственно. Тон здесь у нас по традиции классической немецкой. У нас, когда мы ручку крутим по часовой стрелке, у нас, скажем так, уходит в басовую сторону, то есть добавляются низкие, да, то есть обрезаются высокие. То есть вот мы выключили, вот у нас, вот мы вернули обратно, вот у нас высокие, вот мы выключили в эту сторону, у нас низкие, да, соответственно, вот мы, допустим, просто я показываю, да, вот мы выключили эту ручку в максимальную басовую положение, а громкость там, ну, прибрали практически до нуля. Мы переключаем сюда, и у нас все звучит как бы по-другому, да. Почему? Потому что в положении мелодия у нас управление осуществляется двумя вот этими ручками, которые работают точно так же. То есть у нас мы переключили в положение мелодия, и вот мы выставляем здесь громкость режима мелодия, нужную нам для выступления на сцене, и выставляем, соответственно, тон, нужный нам для выступления на сцену. Все. И в итоге, как бы, идея была в том, идеология. То есть здесь ничего сверхъестественного нет. Просто, как бы, идеология в том, что, как бы, вот мы переключаем так, играем. Переключили, играем так. Все. Плюс у нас есть еще один режим, который называется банджо. То есть сейчас у нас режим банджо отключен. Когда мы его включаем, вот мы его включили, у нас работает только вот этот датчик, бриджевый, и у него обрезаны все низкие частоты. И, соответственно, вот этой ручкой мы регулируем громкость в режиме банджо. То есть, опять же, мы можем выставить нужный нам уровень эффекта банджо, и, соответственно, у нас получается 3 формальных режима игры на гитаре, да, то есть первый — это режим банджо, вот он, мы его выставили вот такой вот уровень. Потом мы вернулись сюда в режим мелодия, вот у нас с этими ручками мы выставили нужную нам тональность, выставили нужную нам громкость, переключили сюда и пришли в режим, соответственно, соло, в смысле ритма, на котором тоже выставили нужную нам тональность, нужную нам громкость. Все логично, все понятно, просто сейчас это реально устарела такая идея, это атовизм, это, устарело, да, как бы что поделаешь, да, гитара старая. Само по себе, как бы, ничего ужасного, ничего сверхъестественного, ничего там какого-то такого, не такого в этой истории нет, как бы, все. Вот, при этом все это, как бы, обладает весьма неплохим звучанием. По поводу звучания более подробно у нас сегодня опять будет в гостях гитарист группы моей дочери, которая называется Лимп. Группа называется Лимп, не дочь. Вот, и он попробует испытать эту гитару и продемонстрировать ее звучание в руках чуть лучше, чем моих. Потому что я, как бы, как много раз говорил, я коллекционер, я не гитарист. Вот, а после того, как он это сделает, я продолжу рассказ про эту гитару.
теперь, когда мы послушали, как она звучит, продолжим рассказывать про саму гитару, но в обратном привычном порядке, да, поскольку мы поговорили про электронику, теперь про про пикгард. Вот такой вот пикгард, черно-золотой, с золотистым таким вот кантиком, с буковками там и символами, что есть, что единственная проблема, значит, это вообще проблема музимовских всех пикгардов, всех этих пластиковых деталей, они так, ну, со временем, я не знаю, там происходит какая-то химическая реакция, они начинают распадаться просто практически до нашего времени. Вот из этих гитар, из этих пластиковых деталей, скорее всего, не дожило уже ничего, и все, что мы видим, вот на таких, на современных, не современных, а на тех, которые сохранились до нынешнего времени, правильно сказать, в основном это все наводило, потому что оригиналы, они все, такой термин есть, плачут, потому что они начинают плавиться, как будто вот их сжигают, да, то есть такая вот история, то есть какая-то вот такая сложная химия. Вот, поэтому это все новодельное, но в оригинале оно было точно такое же. И вот эта вся схема, про которую мы говорим, расположена на этом пластике. Здесь же у нас вот такая вот из такого же пластика на голове грифа, соответственно, вот эмблемка Eterna Deluxe. Дальше здесь у нас идет тремоло, идем в обратную сторону, тремоло, которое сделано по мотивам шведских, по-моему, электрогитар. Это Хакстрем, не помню, там это они сами придумали или тоже кого-то своровали. Вот, то есть такая достаточно интересная система, тут все сложное. Ну, в общем, кто знает, тот знает, я не буду рассказывать, как это работает. Работает это как для гитариста, в принципе, как обычно, нажимаем на рычаг, вот, получаем вот такую штуку. Единственное, что здесь получается очень часто, что рычаг выворачивает, когда мы нажимаем. Вот, но как бы все это работает, да. Дальше у нас идет пикгард, который прикрыт такой вот пепельницей, таким кожухом, чтобы не видеть все эти седла. Седла там как бы достаточно обычные. Значит, все это регулируется винтами, которые крутятся. Мы вставляем сюда какую-нибудь гвоздь, крутим, соответственно, вот здесь вот отверстие вот на этих винтиках. То есть не как обычно в советских гитарах с насечками, гаечка резьбовая, да, а именно вставляем палочку и крутим, да, поднимаем, опускаем и прочие радости жизни делаем. Как бы бридж достаточно позволяет тестировать мензуру, как бы отстраивать. Гриф у нас кленовый, по-моему, или буковый. Кленовый или буковый. Ну и бог бы с ним. Главное, что накладка здесь из эбена. То есть это натуральный эбен. То есть все как вот в лучших домах Лондона и Парижа. То есть черное дерево. Это не покраска, это именно эбен. Эбен же использовался там, например, на музеях Рекорд. На многих гитарах как бы немецких использовался эбен для накладки как бы до того, как это стало мейнстримом. На этой накладке у нас 21 лад плюс нулевой. Стандартная для солистических гитар схема, нулевой лад, гребеночка, значит, которая гребеночка задает межструнное расстояние, нулевой лад задает высоту. Маркировано все вот это вот такими перламутровыми, ну, как сказать, овальчиками, ну, типа полуовальчиками, то есть 3, 5, 7, 12 и так далее, ну, как обычно, да, на стандартном раскладе. У нас же перламутровый же кант, по периметру грифа, на канте, соответственно, продублирована разметка ладов черными точками. То есть все так хорошо и прекрасно. Такой вот форма голова, про вот эту вот логотипчик я сказал. На голове у нас рубнеровские колки, то есть их производил чувак по фамилии Рубнер. Значит, опять же, его, как я уже говорил, в самом начале включили в состав Музимы, но колки так и остались называться Рубнер. Достаточно неплохие колки, особенно для своих времен. То есть они их прекрасно держат строй. Ну, как прекрасно? Относительно прекрасно. Относительно, скажем так, многих своих сверстников. Вот, достаточно удобно настраивается. В общем, хороший, ну, со скидкой на время, это достаточно хорошие колки. Здесь у нас анкер, который регулируется и работает. Гриф прямой, гриф достаточно толстый, да, скажем так, более обхватистый. Например, у некоторых гибсонов винтажных тех же времен, они еще более обхватистые, как бы, чем вот этот вот. Но, да, если вы привыкли к каким-нибудь современным ибанезам скоростным для запилов, да, будет как бы не очень удобно. Но в целом как бы вполне себе удобный гриф. Гриф, значит, крепится двумя винтами.
Здесь у нас в пятке грифа спрятаны футерки, в которые мы завинчиваем эти винты и прикручиваем к корпусу. Сама пятка достаточно широкая, поэтому тут как бы достаточно 2 винтов, то есть его прижимает достаточно хорошо. И теперь мы пришли к корпусу. Ну, про корпус. Вот он вот такой вот формы. Выполнен он из ольхи, то есть это, как принято считать, хорошее гитарное дерево ольха. Вот, и в принципе, что еще сказать? Ну, из ольхи, да. Покраска, значит, в оригинале покраска, она у нас должна быть черной. Но мне этот экземпляр достался вот в таком вот красно-черном металлике, даже как это, не красном, наверное, даже, а каком-то бордовой черном металлике, покрашено очень качественно, очень хорошо, поэтому я уже не стал как бы от добра искать, там восстанавливать оригинальный радикальный черный цвет, как бы да, покраска не родная, но она сделана очень-очень качественно, то есть там либо в фабричных условиях, либо там реально хорошим маляром, да. Что касается антабок, антабоки здесь по немецкому канону выполнены в виде, собственно говоря, антабок. Правильно, там, то, что у нас называется там пуговицы, там, то, что я называю антапки, все, на что крепится ремень, антапки, на самом деле, это вот только вот это вот. Это антапки под карабины, то есть такие вот колечки, куда мы вставляем карабин, и все, тут никаких стрэп-лохов там или чего-то еще не надо. У нас как бы сразу по умолчанию у нас здесь все, ну, никак не свалится, только если карабин сломается под весом гитары. Вот. Может быть, для кого-то это неудобно, но в целом, как бы, да, с точки зрения надежности крепления ремня, здесь все прекрасно. Это не просто гитара, это на самом деле такой элемент фетиша, потому что в советское время человек, владевший такой гитарой, ну, блин, это был музыкант, владевший такой гитарой, это был король мира, потому что, ну, это действительно хорошая гитара. И действительно, как бы она достаточно дорогая была в Советском Союзе. Вот, она не экспортировалась в западные страны, поэтому в западных странах такие гитары не видели. Но я могу сказать, что, скорее всего, как минимум с японцами тех же лет она бы точно конкурировала, а может быть, она бы конкурировала с некоторыми западноевропейскими образцами, потому что, ну, это вполне действительно взрослая, хорошая гитара. Для коллекционера, каким я являюсь, это как бы прямо прекрасный экспонат, рассказывающий историю социалистического гитаростроения, как раз опять же о том, что в условиях социалистического гитаростроения можно было делать хорошие гитары со скидкой на время, подчеркиваю, со скидкой на время. Вот. И вот это вот целый, так скажем, космодром настроек, когда в отсутствии там разных там педалей можно было нарулить звук там и переключать его одним движением, да, то есть это идея противоположная во многом общепринятым западным канонам, но не значит, что она плохая. В принципе, как на Гибсоне, тоже тот же трехпозиционный переключатель, который, по сути, подразумевает только переключение датчиков. Там же тоже как бы ритм требл, да, идет. А здесь как бы мы можем еще этот ритм требл, условно говоря, настроить собственную интонацию, собственную громкость. Тоже достаточно такая тема прикольная. В общем, резюмирую, а то я, как обычно, заговорился, и никто это смотреть не будет. Ставьте гитаре лайк, она этого явно заслуживает. Она весьма такой хороший экземпляр. Подписывайтесь на канал, у меня еще будет много немцев, а также чехов, болгаров, союзных гитар, также будут там китайцы, японцы и прочие, как кто-нибудь еще, потому что гитар коллекции много, про все я постараюсь говорить. В общем, подписывайтесь, кому это интересно. Вот, на сегодня все. Большое спасибо за просмотр, и да пребудут с вами гитара.